Здравствуйте, дорогие телерадиочитатели, с вами Аллард. Скажите, любите ли вы серию Legacy of Kain так, как люблю ее я? Но учитывая, что это видео всем своим видом показывает, что оно про первую часть этой серии, то, скорее всего, да, иначе я не представляю, что вы здесь делаете. Во всяком случае, я ее нежно люблю, в отличие от Square Enix. И меня, в отличие от Square Enix, всегда расстраивало весьма плачевное состояние ПК-портов игр этой замечательной серии. Время обошлось с ними недобро, особенно с первыми двумя частями — Blood Omen и Soul River. Но если у Soul River есть приемлемые альтернативы в виде версий для PS1 и Dreamcast, то вот с Blood Omen все не так просто, и у ПК, и у PS1 версий были свои наборы достоинств и недостатков. За ПК было более четкое разрешение экрана и на современных системах мгновенной загрузки. За PS1 лучшая стилизация интерфейса, более быстрый геймплей, рабочие функции приближения и отдаления камеры, катсцены в более высоком качестве и тому подобное. И вот бы только нашелся какой-нибудь рыцарь в сияющих доспехах, который смог бы исправить недочеты одной из этих версий и сделал так, чтобы можно было наслаждаться игрой со всеми достоинствами и без недостатков. Бум! Такой человек нашелся! Дамы и господа, аплодисменты, дифирамбы и всяческие похвалы прошу в адрес человека под ником Verok, который сделал именно все вышеперечисленное. Благодаря его новому фан-патчу, ПК-версию вернулись приближение отдаления камеры и оригинальная скорость геймплея, а также катсцены и файлы озвучки в более высоком качестве. В принципе, за одно это ему можно было бы ставить памятник на вокзале, но этому убер-гению и того было мало. Он добавил в игру функцию воспроизведения субтитров. То, о чем ценители Труфальдины вроде меня, желавшие возможность играть на русском, но с оригинальным голосом Каина, мечтали очень долгое время. Теперь это реальность. Но Аллард, скажут некоторые из вас, наверное, хотя скорее всего нет. Ведь ты переводил игру для своего прохождения, и вроде бы неплохо. Почему бы тебе не сделать свой перевод игры на основе этого замечательного патча? Я рад, что вы спросили, хотя скорее всего нет, ибо именно это я и сделал. Перенес перевод своего прохождения в эти субтитры, по ходу подредактировав. Но так как этот перевод был не согласован с файлами русского интерфейса, взятыми Вероком из пиратских версий, пиратские озвучки от Кудоса, Вектора и Мегеры тоже присутствуют, если вам охота поизвращаться, то я также полностью перерисовал все файлы интерфейса, стараясь как можно больше приблизить его стилистически к оригинальным файлам интерфейса с версии PlayStation 1, но при этом сохраняя четкость ПК-версии. В общем и целом, это лучший перевод игры на сегодняшний день из имеющихся. Ну, равно как и патч Верока, это лучший способ в нее играть на сегодняшний день. Ладно, убедил, где же скачать такое чудо? Ссылка на блог Верока, где можно скачать последнюю версию патча, в описании. Также обратите внимание на другие его работы. В его блоге есть фан-патчи на такие замечательные игры, как Фрилансер, Казаки, Завоевание Америки и Герои Меча и Магии, части с 1 по 4. Саму же игру можно повсюду найти в интернете. Я рекомендую качнуть оригинальный англоязычный образ с какого-нибудь oldgames.ru. Да, это пиратство, и я его не люблю, но эй, если Square Enix не хотят продавать ПК-версию, то и хрен бы с ними, пусть лучше нас год вернут. В этом месте я хотел призвать вас задонатить Вероку деньгу благодарности, ибо патч мега крут и вполне этого заслуживает. Даже более чем. Но сам мужик явно метит в святые, ибо когда я спросил его о реквизитах для этого самого видео, он отказался. Так что, если хотите сыграть в Blood Omen, но боялись технических трудностей, сейчас самое время. А за сим я откланяюсь. Подписывайтесь, ставьте дизлайк, стирайте комментарии. Всем пока и спокойной ночи.